go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим аудиофильские кабели от компании iVipQ и, конечно же, обсудим их влияние на звук. И для этого обзора я заказал сразу 3 абсолютно разных аудиофильских кабеля в разных ценовых категориях, что, согласитесь, вдвойне интересно. Да и в целом выводы, к которым я пришел, еще более удивительны. И приходят все 3 кабеля в небольших фирменных коробках, где на лицевой части здесь имеется логотип компании, а сзади уже указан адрес производства. Ну и, конечно же, помимо самого кабеля, вы еще получаете вот такой вот довольно качественный фирменный кейс, что тоже очень приятно. Ну и давайте сначала рассмотрим самый бюджетный аудиофильский кабель, что я себе взял, а именно iVipQ 34, который сейчас на AliExpress стоит примерно 6000 рублей. И этот кабель довольно легкий, он 4-жильный, имеет хорошо сформированные заушины и получил коннекторы 2 пин, а еще получил модульную систему штекеров. И вы можете поставить сюда как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм, а еще балансный на 2,5 мм джек. А также обратите внимание на то, что он выполнен с использованием палладия и стерлингового серебра. Ну и поскольку коллекция внутриканальных наушников у меня уже реально очень большая, то я протестировал его как полагается, как с трибридными наушниками, так и с гибридными и даже динамическими моделями. И все наушники были действительно серьезными, поэтому вопросов, надеюсь, в этом плане у вас уже не будет. И скажу вам так, друзья, без всяких преувеличений, но этот кабель меня действительно удивил. И уже с первых минут стало ясно, что он вносит в подачу ту самую прозрачность и легкость, которую ты сразу чувствуешь. Звук становится более воздушным, сцена словно приоткрывается, а инструменты начинают отделяться друг от друга куда с большей четкостью. И особенно заметно, как улучшаются переходные процессы. И возрастает общая детализация, в первую очередь, на высоких частотах. И там, где раньше, например, у притемненных по подаче наушников был такой легкий налет тепла и мягкости, то этот кабель как бы аккуратно снимает всю вот эту вуаль и придает верхам больше ясности и чуть даже подтягивает разрешение. Но делает это он очень деликатно, без намека на какую-то излишнюю резкость или сухость подачи, что тоже важно. И не меньшее впечатление оставляет работа с низкими частотами. Этот кабель как бы не просто усиливает бас, а делает его более собранным, рельефным и упругим. И каждое движение басовой партии словно становится отчетливее. Атака чуть получается более собранной и подчеркнутой, а общая динамика куда выразительнее. И я бы сказал, что даже создается ощущение, что бас перестает растекаться по сцене в более басхедных наушниках и словно собирается в такую цельную и плотную основу, сохраняя при этом просто какую-то выразительную глубину и вес. И при этом середина тоже получает свое. Она раскрывается более подробно, давая услышать вам все те тонкости, которые раньше могли ускользать. Например, легкое дыхание вокалиста, затухающие реверберации и послезвучие. И все это вдруг становится ближе, отчетливее, а сцена обретает дополнительный объем. И у вас появляется то самое ощущение, когда музыка словно оживает, и ты погружаешься в нее намного глубже, чем раньше. И в итоге, друзья, я пришел к выводу, что этот кабель принципиально не меняет характер наушников, а как бы бережно снимает с него все лишнее, раскрывая самые сильные моменты и подчеркивая то, что было в записи изначально. И за свою стоимость это без всяких сомнений один из тех вариантов, который способен вам дать реальное удовольствие от прослушивания и открыть уже знакомые треки в новом свете. Ну а теперь, друзья, давайте повысим планку и рассмотрим уже кабель iVipQ 34S, который не менее привлекателен, чем iVipQ 34, и стоит он уже примерно 6800 рублей. И это тоже 4-жильный кабель, но он уже более увесистый и по восприятию чуть более солидный. И он тоже получил коннекторы 2 пин и удобные сформированные заушины, но обратите внимание, что у него уже нету модульной системы штекеров, так как я попросил продавца сделать мне вариант с балансным штекером на 4,4 мм джек. Но если вам нужно, то он может изготовить для вас с любыми другими коннекторами и нужным вам штекером, при необходимости, конечно. И вот за это магазину iVipQ от меня респект, ведь согласитесь, это довольно удобно, когда вы можете буквально взять и кастомизировать кабель так, как вы захотите. И этот кабель уже изготовлен с использованием жидкого азотного однокристального серебра с добавлением графенового сплава, что звучит уже ну просто безумно. И я знаю, что вам уже не терпится узнать мои впечатления о его звучании.
звучании. И скажу вам честно, друзья, IVIP-Q34S это один из тех кабелей, которые сразу дают понять, что в звуке реально что-то изменилось. И изменилось в лучшую сторону. И с первых секунд у вас появляется ощущение такого более чистого, открытого и сбалансированного звучания. Сцена словно расправляется вширь и вглубь, а между инструментами появляется больше воздуха, а само восприятие музыки становится свободнее и естественнее. Низкие частоты этот кабель подает очень собрано и рельефно, бас становится более текстурным, упругим, с четким импульсом и естественным плавным затуханием. Он не раздувается и не вылезает вперед, а формирует такой плотный и уверенный фундамент, который держит всю композицию, и при этом остается хорошее такое ощущение глубины и веса, особенно на быстрых треках, где есть по-прежнему отличная читаемость и контроль. А вот середина с этим кабелем раскрывается очень объемно и выразительно. Вокал становится ближе и как бы осязаемее, появляются какие-то тонкие нюансы интонации, мягкие оттенки тембра, а акустические инструменты приобретают телесность и легкое тепло, за счет чего музыка воспринимается с наушниками куда живее и плотнее, а мелкие детали вроде дыхания исполнителя, легкой реверберации или послезвучий теперь ощущаются гораздо отчетливее, создавая эффект настоящего присутствия в зале. Но высокие частоты с ним обретают заметную ясность и как бы такой аккуратный блеск. И там, где раньше верх мог быть чуть смягченным или прикрытым, то 34S бережно снимает вот эту пелену, добавляя прозрачности и детальности, благодаря чему звон тарелок, легкие перкуссионные акценты, верхняя обертона струн звучат с этим кабелем намного чище и как бы дольше тянутся в пространстве, при этом не переходя в какую-то излишнюю яркость, что для нейтральных наушников будет прям отличным дополнением. В общем, впечатление от кабеля IVIP-Q34S у меня получилось точно таким же, как и от IVIP-Q34, что он не пытается радикально менять характер наушников, а скорее точно так же помогает им раскрыть свой потенциал. Он аккуратно подчеркивает и без того сильные акценты в наушниках, но еще с этим убирает лишнюю вуаль и делает подачу намного чище, прозрачнее и насыщеннее. И за свою стоимость он дает тот самый слышимый апгрейд, который не только радует слух, но и заставляет вас заново переслушивать знакомые треки. И честно, друзья, мне даже трудно определиться, какой мне кабель нравится больше, так как на мой вкус они оба хороши, просто все тут очень зависит от того, с какими наушниками вы планируете их использовать. Ну и конечно, друзья, на самое сладкое я оставил один из моих любимых кабелей в бюджете до 11 тысяч рублей, а именно кабель IVIP-Q335, который вы наверняка уже не раз видели в моих обзорах при использовании различных топовых наушников. И на мой вкус это действительно потрясающий кабель, который вы обязательно должны приобрести для ваших уже и без того серьезных наушников, для того, чтобы раскрыть их на максимум. И этот кабель выглядит ну просто безумно круто. Он еще более увесистый, чем IVIP-Q34S, имеет фиолетово-черную расцветку, и он тоже получил коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек. И обратите внимание на всю фурнитуру, которая здесь у этого кабеля была выполнена из нержавеющей стали с позолотой, что прям сразу придает ему супер привлекательный внешний вид и дает понять, что кабель-то тут перед нами реально серьезный. И на деле, друзья, так и есть, ведь он использует уже сплав палладия и серебра с покрытием палладий и серебро. И еще здесь был добавлен графен. В общем, чего здесь только нету. И все это буквально возводит его на самый высокий уровень, что, наверное, вообще только можно представить в этом бюджете. И скажу вам так, друзья, IVIP-Q335 это уже не просто кабель, а словно самый настоящий инструмент для раскрытия потенциала ваших самых серьезных наушников, для того, чтобы просто взять и выжать из них максимум. И это именно тот случай, когда с первых секунд ты понимаешь, что попал в категорию, где нету компромиссов, и все в его подаче звучит масштабнее, глубже и чище, словно кто-то раскрыл перед вами не просто сцену, а целый концертный зал. И низкие частоты это отдельная история. IVIP-Q335 подает их так, что бас становится и предельно собранным, и по-настоящему монументальным, безумно глубоким и с реально мощным фундаментом, но при этом он остается четким и контролируемым до самых мельчайших деталей. И в очень быстрых треках он мгновенно отрабатывает все удары, а в атмосферных создает фундамент, который буквально вас обволакивает, сохраняя просто какую-то превосходную текстурность и слоистость. А вот середина прям раскрывается с особой магией. Этот кабель не добавляет какой-то сухости или искусственной аналитики, а наоборот, звук становится насыщенным, трехмерным и с идеальным балансом между телесностью и прозрачностью. Вокал обретает большую эмоциональную глубину, и каждый инструмент занимает свое место в сцене, сохраняя натуральный вес и тембр. И с этим кабелем ты прям реально чувствуешь все дыхание музыки и слышишь все самые мельчайшие нюансы исполнения, которые на менее серьезных кабелях, например,
например, те, что и обычно идут сразу наушниками из комплекта, просто где-то теряются на фоне. Ну и, конечно, верхний диапазон с этим кабелем становится эталонно прозрачным. Высокие частоты прям очень чистые, утонченные и просто с какой-то невероятной протяженностью послезвучий. Они звенят, блестят, но никогда вас не утомляют, а словно наполняют все пространство легким сиянием и воздухом. И любой оттенок тарелок, и каждый микроскопический шорох, и все обертона струнных, все это здесь проступает так, будто вы слушаете не просто запись, а самое настоящее живое выступление на расстоянии вытянутой руки. И общее впечатление от этого кабеля у меня получилось таким, что этот кабель не просто улучшает звук, а по-настоящему выводит его на другой уровень. Он словно стирает вот эту грань между источником и вашими наушниками, давая им звучать максимально насыщенно, подробно и честно. И как по мне, друзья, этот кабель для тех, кто уже и так имеет топовый сетап для прослушивания, но просто хочет выжать максимум потенциала, не жертвуя ни каплей музыкальности. И для меня IVIP-Q 335 это пример того, как кабель может стать финальным штрихом, превращая каждое прослушивание в настоящее событие. Да, конечно, он довольно дорогой, но как по мне, друзья, он стоит каждого вложенного в него рубля. Ну, в общем, как вы понимаете, друзья, вся линейка вот этих аудиофильских кабелей IVIP-Q произвела на меня безумное впечатление своей последовательностью и продуманностью. И каждый кабель, что здесь я протестировал, имеет свой характер и предназначение. Но при этом у меня есть четкое ощущение, что все они были словно объединены одной важной чертой. Деликатной, но отчетливо слышимой работой со звуком. Это не те случаи, когда кабель пытается буквально полностью переделать звучание наушников под себя, а напротив, он словно помогает им раскрыться, убрать какую-то лишнюю вуаль там, где это есть, подчеркнуть какие-то сильные моменты и сделать подачу в целом чище, глубже и объемнее. И если кабель IVIP-Q 34 дает ту самую прозрачность и воздушность, которой так часто не хватает во многих наушниках, то IVIP-Q 34S идет куда дальше, работая более масштабно со звуковой сценой, добавляя рельефа и контроля, а также заметно улучшая текстуру и динамику. Ну а мой любимый кабель IVIP-Q 335 это уже самая настоящая высшая лига, и он определенно был создан для того, чтобы раскрыть реально топовые наушники на максимум, выводя звук на уровень, где музыка перестает быть просто записью и будто превращается в самое настоящее и живое выступление. И в итоге выбор кабеля зависит только от того, насколько далеко вы готовы пойти в поисках вот этого совершенства. Но в любом случае я отмечу, что каждый из этих кабелей дает реально слышимый и приятный результат. И что особенно ценно, так это то, что все они делают это красиво, аккуратно и с уважением к исходному характеру ваших наушников. И от себя я смело рекомендую любой из этих кабелей к покупке. А все необходимые ссылки на покупку этих кабелей, как всегда, будут в описании к этому обзору и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, всем удачи и пока!